Привет! Давно зрители канала просили сделать обзор на USB модем Wi-Fi роутер с отдельной собственной антенной. Потому что не хватает приема, если нет антенны. Да и в принципе, отключив ее, можно подключить внешнюю уличную антенну с помощью кабеля. В умелых руках он превращается в надежное устройство. Очень популярное устройство. Он вставляется в USB, вставляется сим-карта и имеет собственную антенну. Давайте будем знакомиться. Цена его на момент обзора в среднем $21. Упаковка маленькая и компактная, и изготавливает его бренд, который занимается конкретно изготовлением данных Wi-Fi роутеров. В магазине их целая куча. Указана модель UF901-3. Также указано, как его правильно настроить, подключить, но собственно здесь ничего сложного и нет. И я, самое главное, не только покажу, как он выглядит, но и что он умеет, его возможности. Открываем упаковку, извлекаем. Модем достаточно отличается от каких-то обычных недорогих моделей. У нас уже был на обзоре просто в USB вставляешь без внешней антенны. Этот же у нас с подключением антенны. И вот сразу виднеется этот вход и вот сама антенна. Подключаем. Раз. И теперь она может вращаться, как вам удобно, где бы вы ее ни установили. Причем уникальность этого модема в том, что он может работать от вашего пауэрбэнка. Подключили, вставили сим-карту. Питание поступает, все. Давайте рассмотрим его внешний вид. То, что у него здесь крышка, это вы увидели. Здесь располагается индикатор, на котором отображается информация о приеме сигнала и о раздаче Wi-Fi. Или же его отсутствие. Более дешевые варианты без антеннок, они не совсем хороши тем, что перегреваются. В холодное время, в прохладном месте они будут работать долго. Но вот если вы берете их в жаркую комнату или в автомобиль, или вообще, как мне писали, а можно в бардачок вставить, чтобы от магнитола запиталось, то нет. То в данном случае этот вариант более улучшенный, не такой в перегреве сильный, то есть его срок жизни будет продлен. И плюс здесь есть антенна. Однажды знакомый попросил более дешевую версию без антенны купить, и зная их проблему, я решил эту проблему с вентиляцией сделать самостоятельно. Просто в корпусе взял и поделал сверлом отверстие. Здесь и здесь, где это нужно было, чтобы можно было брать и не браться за детали, но корпус чтобы был, но весь в дырочках. Визуально это смотрелось ужасно, но это помогло продлить жизнь надолго. Теперь давайте посмотрим, куда же вставляется сим-карта. Здесь есть отметка, что у нас снимается верхняя крышка. Делаем вот такое вот движение, и она снимается. Здесь располагается информация о модеме, какое имя сети, ключ подключения и веб-адрес для подключения, а также код доступа. Сим-карта здесь устанавливается самая большая, но приловчиться можно, если вдруг нету переходников, установить сюда нано-сим-карту. Сим-карту я уже установил, теперь давайте подключим его к пауэрбэнку. Вставляем, смотрим первое включение. Здесь должна загореться информация, индикатор прям так разноцветный. Красный, зеленый, синий. Вот только сейчас засветился красным сначала, теперь загорится синим. Это будет раздача интернета, ну а потом, когда будет связь, будет гореть зеленым. Отправляемся тестировать его. Вставляю его в разъем ноутбука и показываю вам внутреннее меню и тестируем скорость. Скорость моего оператора, а не этого роутера. И мы попадаем в меню, где только на английском и китайском. В моем случае устройство именно на двух языках доступно. Но все интуитивно понятно. Здесь домашняя страница с кнопкой «Разъединить интернет». Здесь показан, что интернет есть, сколько человек подключено, уровень сигнала благодаря внешней антенне 4 антенки. Я, кстати, сейчас беру и отключу антенну от модема. Посмотрим, что произойдет. Есть, отключил. Сыграло ли оно в моем случае какую-то роль? Индикатор пока горит. Обновляем страничку. Ничего, ребят, не поменялось. Почему? Объясню. Потому что антенна не делает каких-то сверхчудес. Она помогает в слабых приемах, где малонаселенные пункты или где нет антенны. Но верну сейчас ее назад. И плюс еще в том, что имея такое гнездо в антенне, в модеме точнее, мы сможем подключить сюда уличную антенну и протянуть коаксиальный кабель. Правильно? Правильно. Давайте посмотрим, что здесь еще. Кстати, вот кто подключился, показывает, в данном случае я, какой тип связи.
Заходим в раздел информации. Здесь вся информация о модеме, включая имя сети, который предлагает изменить, просто нажав на эту кнопку. Далее статистика, лимит настроить. Здесь, если вставили вы карту памяти, то что с ней делать? Раздается, включена информация, можно файлы отсюда прям как-то перекидывать. Драйвер скачать, установить. СМС-ки можно отправлять и читать. Телефонная книга, которая здесь в сим-карте есть. Можете добавить свои номера. И полные настройки самого модема. Как подключаться, подключаться ли в роуминге. Я здесь ничего не меняю, потому что все работает корректно. И тип связи стандарта, либо все типы связи, либо можно установить, например, только 4G. Далее настройки Wi-Fi. Здесь можно изменить имя сети, сделать скрытую сеть, убрать шифрование, то есть пароль, открытую ее сделать, или же изменить сам пароль. Сейчас он вот такой, можно написать какой-то другой. Здесь указано автоподключение. Сколько максимально можно подключить? Всего 10. И здесь еще режим сна, отключать, если никого нет. Ну, написано никогда. Что в принципе разумно. Далее идет настройки самого девайса, включая админ-пароль. Есть настройки по прошивке. Ее можно только загрузить из файла и перепрошить. Ну вот, собственно, и все. Теперь давайте подключим через USB и отключимся от Wi-Fi и посмотрим, может ли он работать без Powerbank от USB напрямую, без Wi-Fi. Или же питаться от USB и брать интернет от USB и раздавать Wi-Fi интернет по дому. При подключении выдала следующую информацию, что подключен CD-дисковод 4G Wi-Fi. Нажмите, чтобы посмотреть. Давайте посмотрим. Но здесь ничего нет. Wi-Fi, для того, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем, я отключаю. И ждем, появится ли интернет после того, как модем настроится. В данном случае он сейчас пульсирует. И вот только сейчас загорелся зеленый индикатор. И жду, появится ли интернет. Здесь земной шар должен... Да, все появилось. Земной шар поменялся на компьютер. Появился интернет. Здесь уже что-то предупреждает, а говорят, о вас не работает. Теперь можем проверить скорость сети, прямо вот не отходя от кассы. Запомним эти, делаю скриншот и обновляю страничку. Нажимаем «Начать». Проверяю интернет. Так, параметры сети интернета. Пока здесь крутится интернет 2. То есть определила его как второе устройство типа по кабелю. Но это не так. Я использую его сейчас не по кабелю. Но скорость кажется ниже. Угу. Те же параметры. Неужели по Wi-Fi лучше, ребята? Еще может быть, почему скорость ниже, потому что у меня очень много периферийных устройств подключено к ноутбуку. И я его не напрямую к материнской плате подключил, а через USB-хаб. Этот USB-хаб имеет 4 выхода, и к нему в одно из свободных гнезд я подключил модем. Но, возможно, еще это сыграло роль. Давайте сейчас переподключу и напрямую все-таки не поленюсь и подключу к материнской плате. Может, это влияет. Итак, он уже подключен. Осталось несколько секунд, чтобы загорелся нужный нам индикатор. Но мне кажется, я все-таки понял, в чем причина. Вот сейчас здесь появится земной шар, заменится компьютером. Я думаю, причина в том, что когда я его тестировал, вот когда показывались эти показатели, он был в пауэрбэнке на шкафу, и антенна имела хороший прием сигнала. Но сейчас я проверю, какой там тип сигнала. А в данном случае он опущен уже к ноутбуку, скажем так, на поверхности стола лежит. И мне интересно, какие сейчас он выдаст, конечно, показатели. Вот, засветился. То есть уходит примерно 1,5-2 минуты на подключение. Он уже готов к работе. Работает тоже все быстро, но скорость меньше. То есть все равно упала, да? Сейчас мы проверим здесь скорость сети.
Да, такие же будут показатели. И пока он тестирует, я посмотрю, обновлю здесь страничку внутреннего меню. Мы подключимся. Это то, что я вам говорил. Админ, пароль. На одно деление ниже, видите? И это существенно сыграло свою роль. Вот такие показатели у нас были. И вот такие стали. Подходит к концу. Но да, конечно, так значительно лучше. То есть, если я его подключил бы через USB-удлинитель, тоже бы сыграл свою роль и был бы хороший тест. А так как его опустил, сигнал стал немножко хуже. Но это хорошие показатели, что он может работать одновременно и от USB, и от Wi-Fi. Ну и теперь еще моя задача нагрузить его хорошенько и поработать несколько часов именно через модем и проверить, как сильно он греется, именно работая через Wi-Fi. Спустя 10 минут работы по Wi-Fi использую измерение температуры. Самая максимальная точка это 42 сквозь крышку. Вот 42,5. Я и переднюю часть измеряю, и вторую, заднюю. И спустя еще полчасика где-то тоже проверим, посмотрим и сниму потом крышку, посмотрю, как под крышкой будет. Итак, у нас температура в помещении 25. Проверяем его сейчас. Это передняя часть. Ну, назовем это так, 40, да, передняя часть. Поворачиваем. Снимаем крышку. Крышку только что снял и тестируем его. 41, 43 в месте, где находится плата. Выше 43 он спустя полчаса не поднимается. Внизу возле USB вообще чуть выше. Вот такие вот тесты. Возле антенны, видите, 27. Давайте вот так. 43 это самый высокий, до 44 он нагревается. Ну, отлично. Если будет еще жарче, конечно, в помещении, то будет чуть-чуть выше температура в нем. А так, он достаточно допустимая температуры в нем. Если брать системники, ноутбуки, то там температура до 70 доходит. Ну, а здесь обычный модем, то должен прослужить долго. Если кто-то уже владеет им, напишите свои отзывы. Ну, а я рад был поделиться с вами тестами и обзором на данный модем. Ждите обзор, он уже тут монтируется. Всем хорошего дня.